Всем привет! Настало время создать новогодний вайб и превратить эту кучу китайских игрушек во что-то сказочно новогоднее. Планы у меня сегодня грандиозные, так что обязательно подпишись на мой канал, чтобы не пропускать новые видео, и поставь палец вверх. И, пожалуй, начну новогодний декор квартиры с потолочной инсталляции. Из потолка буду делать светящееся интерактивное небо с элементами из Гарри Поттера. И начну со светодиодной ленты. Лента у меня самая обычная, стандартная, светится всеми цветами радуги и есть несколько режимов мерцания. Управляется она с помощью пульта управления, либо же через мобильное приложение. Кстати, в мобильном приложении есть одна интересная функция. С помощью этой функции лента может реагировать на звук или музыку и подстраивать свое мерцание под нее. Уже установила каркас под потолок. Длина инсталляции 3,5 метра, а ширина 1 метр. Основу каркаса сделала из 2 листов железной сетки, толщина прутьев которой 5 мм. К стене каркас крепится подпорками для полок на липучках. Это очень удобные штуки. Они супер крепко держатся, и их потом не составит труда отклеить. Также для надежности я прикрепила каркас еще и к потолку на специальные крючки для крепления вертикальных предметов. Они также на липучках, супер крепко держатся и легко снимаются при необходимости. Мне понадобилось 2 листа железной сетки. Для надежности скрепила их между собой кабельными стяжками. Светодиодную ленту к каркасу прикрепляю кабельными стяжками. Что-то мне подсказывает, что я взяла мало светодиодной ленты, потому что крепить я ее буду зигзагом, и зигзаг сейчас у меня получается какой-то достаточно крупный. Наверное, стоило взять все-таки ленту подлиннее. У меня 10 метров, но этого явно маловато. Ну ничего страшного, уже буду крепить сколько есть. Дальше креплю декор из Гарри Поттера, и это, конечно же, парящие свечи. Выглядят они, конечно, нереально, очень круто. У меня в комплекте 20 штук свечей, и в каждую нужно вставить по 2 батарейки. О, работает. И еще в комплекте есть волшебная палочка для управления. Видео с распаковкой всего необходимого для этой сказочной потолочной инсталляции уже есть на моем канале. Ссылочка на него сейчас выскочит где-нибудь сверху. Парящие свечи, конечно же, креплю на прозрачную леску. Леску нужно выбирать попрочнее, потому что вместе с батарейками свечи становятся достаточно тяжелые. Просто хаотично их распределяю по всему каркасу, стараюсь их вешать так, чтобы они не перекрывали друг друга и равномерно распределялись по всей площади.
Да, кстати, для того, чтобы впоследствии не цеплять свою потолочную инсталляцию головой, я установила штатив чуть выше своего роста и по нему меряю, насколько низко я могу опустить элементы для того, чтобы они потом мне не мешались. Хочу себе максимально светящийся потолок. Он будет светиться не только ночью, но и днем, благодаря таким вот красивущим призмочкам в форме снежинок. Эти призмочки преломляют солнечный свет и пускают по всей квартире кучу цветных солнечных зайчиков. Снежинки-призмочки также креплю на прозрачную леску, опускаю их пониже для того, чтобы солнечные лучи максимально хорошо на них попадали, и у меня было очень много красивущих солнечных зайчиков по всей квартире. Добавлю новогодней инсталляции немножечко новогодних персонажей. Закреплю такую вот красивущую гирлянду из фонариков, внутри которых сидят Деды Морозы. Гирлянда, конечно, очень красивая, но супер легко запутывается. Это немножечко раздражает. И проволока у нее достаточно тонкая, поэтому распутывать нужно очень аккуратно, чтобы не порвать. Креплю ее также кабельными стяжками ровно по центру инсталляции. Гирлянда длиной 3,5 метра, на ней 10 фонариков, и они через один висят выше-ниже, выше-ниже. И для того, чтобы они не висели такой одной четкой строгой линией, хочу добавить немножко хаотичности, поэтому те фонарики, которые подлиннее, я немножко разнесу в разные стороны от центра гирлянды. Для того, чтобы мое интерактивное небо стало снежным, нужно каким-то образом сымитировать падающий снег. Для этого у меня есть две бусиничные или бусинковые, неважно, будут бусинковые, две бусинковые гирлянды, одна из жемчужных бусин, вторая из прозрачных. Но путаются они, конечно, жестко. Бусиничные гирлянды также фиксирую кабельными стяжками. Пожалуй, начну с жемчужной гирлянды. Располагаю ее по рядам, пропуская один ряд, для того, чтобы потом в этот промежуток вставить вторую гирлянду с более большими прозрачными бусинами. Делаю из гирлянд совершенно хаотичные волны, каждая из них абсолютно разная по длине, ширине и высоте, так они не будут друг друга перекрывать. Уже почти все готово, остался только финальный штрих, нужно перекрыть всю железную сетку поролоновыми облаками. Так что настало время распотрошить пару подушек. Ну ладно, при производстве данного видео ни одна подушка не пострадала. Заказала специальный небесный поролон для этого. Кстати, он должен быть антивоспламеняющимся. В общем, не должен загораться в случае чего.
Приклеиваю облака аэрозольным клеем. Это супер удобно, но клей разбрызгивается не только на облака, но и на все вокруг. Так что если вы потом не хотите оттирать клей от всех поверхностей, а водой его не стереть, но он достаточно хорошо стирается жидкостью для снятия лака, то стоит перед использованием закрыть все какой-нибудь защитной пленкой или, в общем, чем-нибудь защитным. И клеить небо лучше в перчатках, все руки также в клею, их тоже потом придется оттирать. Потолочная инсталляция получилась даже лучше, чем я ожидала, и сейчас настало время елки. В этом году хочу сделать акцент на гирлянде, заказала 50 метров проволочной гирлянды. Да, на этом мотке должно поместиться 50 метров, надеюсь, они здесь есть. И сейчас буду обматывать каждую ветку, чтобы у меня получилась не елка, а один сплошной огонек. Елочка уже готова, теперь только осталось доделать инсталляцию пряничного квартала. Видео, где я выпекаю и раскрашиваю пряничные домики, уже есть на моем канале. Ссылочка на это видео сейчас выскочит где-нибудь сверху. Сначала сооружаю пьедесталы для моих пряничных домиков. Для этого приклеиваю коробки на двухсторонний скотч к столику. Теперь превращаю это все в один большой сугроб. Хочу, чтобы мои пряничные домики были жилые, так что добавляю подсветку, делаю ее из проволочной гирлянды.
Вот и все готово. Получилось что-то просто потрясающее. Я очень собой довольна. Так что обязательно подпишись на мой канал, чтобы не пропускать новые видео, и поставь палец вверх.